О чем молчат в Корее и в Японии. С якудзой, помню, однажды сидели, общались про продажу органов. Вещества наркотические продаются в аптеках. Айдол как раз-таки держал клуб, они подсыпали девочкам различные препараты. Мне подсыпали несколько раз, пустили по кругу 5 корейцев, очень влиятельные. Снимали это все на видеокамеру. Не знаю, как я честно сбежала. Айдолы умирают по неизвестным причинам. Когда ты видишь своего любимого айдола, оказывается, что он держит бордель. Всем там априори похер. Вас выставят в таком грязном свете. Ни в Корее, ни в Японии ни в коем случае нельзя влезать в драку. На вас подадут в суд, депортируют, и вы еще должны будете выплачивать этому человеку компенсацию за то, что вы его ударили. Я говорю, все, пока-пока, я пошла. И он такой, ты никуда не пойдешь. Ты сейчас будешь со мной спать, иначе ты отсюда не выйдешь. Я говорю, какие еще есть варианты? Заболевания венерические. Врач запрещает. Религия не позволяет. Азиатки напиваются, либо делают вид, что они напиваются. А ну, утро такие. Я вызываю полицию, либо плати мне вот такую-то сумму денег. И похищали людей, а за ней устроили слежку. И просто выкрали. Interesting story. Всем аньосайо, ребятки, с вами я, Сашулька, и мы вновь на моем канале Эль Барсукова. Сегодня будет достаточно жесткая тема, а именно, чем опасна Азия, о чем молчат в Корее и в Японии. Обязательно оставайтесь до конца, потому что будет очень много интересных фактов. Вновь оцениваем мой аутфит. Я что, просто так собиралась? Очень многие люди, в особенности девочки, в Южной Корее и в Японии сталкиваются не только с харассментом, но и различными видами насилия. Вообще в Южной Корее и в Японии запрещены наркотики. Это карается очень сильным сроком. Поэтому эти люди решили обойти систему. В Южной Корее, в частности, вещества, как наркотики, продаются в аптеках по рецепту. А чтобы этот рецепт получить, ты можешь просто пойти к доктору, сказать, о, у меня депрессия, выпишите мне что-нибудь. И заплатив несколько тысяч вон, тебе выписывают рецептик, и ты идешь спокойно с ним в аптеку и покупаешь себе препараты. Почему эти препараты опасны? Потому что многие корейцы, но и иностранцы пользуются этими препаратами не по назначению, а именно, когда выпивают перед тусовками, очень часто бывают передозы, может, видели, что многие айдолы умирают по неизвестным причинам. На самом деле эти причины давным-давно всем известны. Только потому, что они принимали какие-то, например, успокоительные, а эти успокоительные чуть ли не приравниваются к сильным наркотическим веществам. Я расскажу про свои моменты, с которыми я столкнулась в Азии. Я не знаю, как я честно сбежала несколько раз. Я понимаю, что на каждое везение бывает невезение. Вообще история про изнасилование, в частности, то, когда тебе подсыпают препараты, вещества различные в стаканы в клубе в особенности, да и не только в клубе, могут подсыпать абсолютно где только это можно сделать. Например, когда подсыпают в коктейль. Мне подсыпали несколько раз, я скажу вам так, и, конечно, многие утверждают, что ты не почувствуешь, когда тебе подсыпят. Но у меня случалось обратное, так как я всегда в клубах, неважно в какой стране, беру один и тот же коктейль. У него вкус почти невозможно испортить и невозможно что-либо подмешать, потому что он довольно простой. Говорить название этого коктейля я не буду, потому что лучше не ходите в клубы и не пейте всякую дрянь из рук других людей. Но у меня бывали ситуации, когда бармены отказывались мне делать мой коктейль под предлогом того, что я не знаю. Хотя на самом деле это очень максимально простой коктейль. Я знаю причину некоторых клубов и заведений, почему они отказывались его делать. Помимо того, что человек может вам подсыпать что угодно и когда угодно в ваш коктейльчик, вы на секундочку можете отвернуться, даже можете не отворачиваться, то также бывают сговоры с барменом, один на один, а также бывает сговор со всем заведением. Был скандал, что какой-то айдол как раз-таки держал клуб, они подсыпали девочкам различные препараты, и потом ходили, спали с ними, снимали это все на видеокамеру. Там было очень много знаменитостей замешанных. Ну, конечно, сами понимаете, interesting story. Когда ты видишь своего любимого айдола, милашку такого, всего из себя, а в итоге оказывается, что он держит бордель и индустрию. У меня было пару раз, когда меня подсыпали, но мне удавалось каким-то образом сбежать, либо приходить в себя в состояние очень быстро и конкретно, когда я чувствую, что со мной что-то не так, и как бы плавненько улепетывать. Но у многих, конечно, это не получалось. Недавно блогер, который я смотрю, рассказывала, что девочке подсыпали в коктейль, хотя она вообще даже не хотела тусить одна, ходить и так далее. Просто так, с течением обстоятельств вышло. Девочку пустили по кругу, 5 корейцев, слава богу, их наказали, но на самом деле многие даже не возьмутся за это дело, тем более если вы иностранка, потому что всем там априори похер. И в Японии, кстати, то же самое, они всегда будут на стороне своего гражданина. И причем
Они будут так сильно топить за своего гражданина, что вас выставят в таком грязном свете. Вам повезет только если у вас будут друзья, граждане этой страны, да и то либо вот с таким характером, либо очень влиятельные. Помимо клубов, конечно, Азия опасна не только этим. Вас могут, помимо того, что так еще и продать на органы. У меня, кстати, была подобная ситуация, когда я сбежала из отеля в Японии. Я ее когда-то рассказывала, но сейчас я повторю. Решила после тусовки пойти домой. Ко мне подошел какой-то японец, наполовину испанец, и мы решили с ним пойти выпить просто в обычный отель. Вам кажется, что тут все понятно. На самом деле очень часто так ходила, и с друзьями одна, ничего не было. Мы реально просто пили и разговаривали. И я думала, что так везде. Но, как оказалось, мы пришли в этот отель, начали смотреть аниме, ко мне никто не приставал, мы даже сидели не на кровати, на диване отдельно. Я решила пойти уже домой. И такая говорю, все, пока-пока, я пошла. И он такой, ты никуда не пойдешь. В общем, все дошло до того, что я уже начала на переводчике писать, потому что он уже не понимал, он мне угрожал. Он говорил, нет, ты сейчас будешь со мной спать, иначе ты отсюда не выйдешь. Я говорю, какие еще есть варианты? Он говорит, ну тогда оплатишь половину отеля. Я такая, да иди ты в жопу. Ничего не буду делать. Как итог, я просто собрала все свои актерские навыки и оттуда сбежала. Мне реально просто повезло, потому что как я только не выкручивалась, что я только не говорила, что у меня и какие-то заболевания венерические, что и мне врач запрещает, религия не позволяет. У него вообще ничего не работало, потому что он на каждое мое слово придумал какое-то новое. Это был просто ужас. Но как я сбежала, если вам будет интересно, я в каком-нибудь отдельном выпуске расскажу про вот такие вот трэш-ситуации. Помимо того, что Азия опасна своими веществами, насилием и так далее, за вас никто никогда не вступится. Например, в Южной Корее вас могут очень часто провоцировать на драку. Конечно, когда вас провоцируют, вы тоже хотите сдать сдачу, особенно если вас обижают. Но ни в Корее, ни в Японии, ни в коем случае нельзя влезать в драку, если вы иностранец. Тем более бить человека первым. Например, если вас толкнули, вы тоже не имеете права бить. Потому что если вы это сделаете, и это будет все под камерами, а там почти везде все снимается, на вас подадут в суд, депортируют, и вы еще должны будете выплачивать этому человеку компенсацию за то, что вы его ударили. Иногда бывает так, что корейцы специально провоцируют. Например, вы их толкнете, они упадут и сами себя ударят, а потом будут говорить, что да, это он меня ударил. И на самом деле на камеры тоже всем будет пофиг, они даже смотреть их не будут, потому что будут на стороне корейца и японца. Да, это делают часто. В Японии, например, возрастные люди раньше, ну и сейчас тоже такое, домогаются в транспорте, то есть об тебя могут тереться или еще что-то. Конечно, к иностранкам не хотят лезть, потому что мы довольно громкие. Из-за этого, в принципе, у них сейчас есть наказание. Но все равно, парни, вам тоже нужно быть аккуратными в Корее и в Японии, потому что есть такая ситуация, когда девочки-азиатки напиваются, либо делают вид, что они напиваются, также караулят иностранцев парней, например, идут с ними спать, а на утро такие, знаешь, дорогой, ты меня избил, я вызываю полицию, либо плати мне вот такую-то сумму денег. И эта сумма денег действительно бывает очень огромная. А еще иногда она может тебя поиметь на деньги и потом еще ментов вызвать. Да, и такое бывает. Очень аккуратно будьте в азиатских странах, помимо того, что пейте аккуратно, тусите аккуратно, гуляйте аккуратно. Да и вообще, если вы ведете трезвый образ жизни, будьте тоже аккуратными, потому что очень часто было много историй, когда ты весь такой правильный, а в итоге заканчивалось все не очень, да, правильно. Также похищали людей с экскурсии, я это знаю. И вот недавно. Хотя там девочка была, которая не пила, не курила, знаете, вся такая правильная, но вот за ней устроили слежку и просто выкрали. Но, слава богу, у нее были друзья, которые ее быстро нашли, корейцы. В Японии тоже на органы продают, мне рассказывал мой бывший. Когда мы, кстати, с якудзой, помню, однажды сидели, да, у меня была такая однажды тусовка, они тоже рассказывали, что одна банда до сих пор этой историей промышляет, но как бы об этом пытаются не распространяться. Продажи органов. То есть вы понимаете, я сидела в Японии с якудза за баром, и мы общались про продажу органов. Да. Азия такая специфическая страна. Ну и на этом будем заканчивать наше видео. Всем спасибо, кто был с нами все это время. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте свои пальчики вверх и пишите в комментарии, что вы думаете на этот счет. Ну а мы уже побежим, потому что мы, мужчины, устали. Всем аньон!